Привет, друзья! Сегодня воскресенье, и день у меня выходной. Но я все равно решил записать вам и сегодня видео, поскольку сегодня утром нашел в Инстаграме сообщение очередное о том, что человек закрутил вариатор неоригинальный стопорный болт в 650 Skyway Бургман. Наверное, Бургман у него. И у него через 7 километров появился страшный звук в вариаторе. Он закрутил потом обратно родной звук, стал тише, но все равно он остался. Я хочу вам рассказать сегодня, почему стопорный болт длиннее, чем штатный, ставить нельзя. Вот, ну, значительно длиннее. И каким последствиям это может приводить, а также по какой причине. Для этого мы сейчас поднимемся на склад и пороемся немножко в запчастях. Вот у нас некоторые железяки и, собственно, пара крышек, в которых это все дело устанавливается. Я взял одну крышку с износом, чтобы показать вам, и одну крышку, отремонтированную втулкой. Со всем учетом нашего опыта, уже самую-самую правильную, отработанную годами. Специально взял крышку с достаточно большим износом. Думаю, что вот эта ступенька хорошо видна на видео, и вот эта подранность тоже хорошо видна на видео. Думаю, это будет нагляднее. Если мы внимательно посмотрим, то износ всегда происходит только вот в этой половине окружности. С обратной стороны износа никогда не бывает, даже малейшего. Почему так происходит? Потому что ремень тянет в сторону вторичного вала, и вся нагрузка в ту сторону. То есть нас интересует плоскость между валами. Что пытаются сделать люди установкой длинного стопорного болта? Они пытаются вот в этой поперечной плоскости зачем-то прижать муфту к плоскости, на которую нет нагрузки. А нагрузка в бок как была, так и остается. И одним болтиком эту муфту нормально не зафиксировать. Это во-первых. Едем дальше. Если мы используем стопорный болт чуть-чуть длиннее, то мы толком ничего не прижмем. А если значительно длиннее, ну вот допустим на миллиметр или больше, то у нас произойдет деформация подшипника. Я очень хотел вам показать подшипник, перегретый до синевы. Но, к сожалению, похоже, что я его выбросил, потому что мы в прошлом сезоне проводили ревизию запчастей, и я выкинул примерно 3 ящика всяких убитых железяк. Вот, у меня полсклада было ими забито, и как бы с годами там живого железа стало становиться все меньше. Я решил уделить больше внимания новым партиям, а старое перераспределил. Что-то я отремонтировал, вот, стал что-то собирать, а что-то я просто повыбрасывал, дабы просто сэкономить место. Есть определенные вещи, которые с годами становятся нецелесообразно хранить. Вот, собственно, ну, это довольно просто показать. Начнем с того, что подшипник, который стоит в первичном валу, вот здесь, он уникален. Его можно купить только в сборе с этим первичным валом. Его нельзя подобрать, на него нет аналогов. Подшипников этих бывает 2 вида. Есть подшипник старого образца, он выглядит вот так. У него стоит пыльничек от подшипника 6009. Вот так вот он выглядит с другой стороны. А вот его маркировка. Японская, НТНовская. По этой маркировке ничего толком не гуглится. Вот. А есть еще подшипник нового образца. У него чуть толще внешняя обойма, но тоньше. Но маркировка такая же. Пыльник у него другой. От подшипника 6207.
На большинстве 650 стоит вот такой подшипник нового образца. Первый подшипник ставился типа там 2002-2003 год, потом, мне кажется, от него отказались, в четвертом уже стоял вот такой. Ну, может быть, в пятом, там, неважно. Они все работают долго и качественно. То есть они качественно исполнены и не сильно нагружены, вот так вот. Поэтому с ними особо серьезных каких-то проблем не возникает. Подшипник у нас стоит вот тут. Каких-то серьезных натягов тут нет, он фиксируется стопорным кольцом. А его возможно заменить на аналог, если выточить втулку и проточить на подшипнике канавку под стопор. У меня такой эксперимент валяется уже лет 6. И я этого так ни разу и не сделал, потому что нет необходимости. Бэушных подшипников у меня всегда хватало. Значит, потом хочу обратить внимание, что бывают стопорные болты двух видов. По заводу короткий и длинный. Короткий стопорный болт ставился до 2009 года, а длинный стопорный болт ставился после 2009 года. Это первое заводское серьезное изменение в вариаторе, которое компания Suzuki провела. И грамотное, как я могу сказать. Смотрим длину. Один стопорный болт у нас 27, ну пусть 27,3 будет. А второй стопорный болт у нас 29,3. То есть разница в стопорных болтах нового и старого образца 2 мм. Каким образом обеспечивается разница? То есть, ну, если изменили стопорный болт, значит, должны были изменить и место, куда он закручивается. Все очень просто. Вот у нас муфта старого образца. Здесь у нас глухая стенка. И подшипник запрессовывается вот отсюда. А вот у нас муфта нового образца. Вот как раз вчера этот первичный вал мы заменили, потому что его тут изуродовали какие-то, будем без мата говорить, хорошие люди. Вот. Лупив по нему не знаю чем. И он весь такой. Тут и резьба, ну тут много всего. И бронзовые шпонки один известный мастер сюда поставил. Ну, это не важно. Значит, мы видим здесь больше рабочую плоскость для болта. И сквозное отверстие. Мы видим здесь подшипник. То есть подшипник прямо насквозь видно через эту штуку и нету стенки. Соответственно, если поставить более длинный болт сюда, то он упрется напрямую в подшипник. А если поставить более длинный болт сюда, то он упрется в стенку и подшипник. Но толстая ли эта стенка? Я взял микрометр, потому что, как я считаю, удобнее всего это замерить микрометром. Хотя бы приблизительно. И померил. У меня получилось вот такое значение. 0,68. Фу, 1,68. То есть примерно чуть больше, чем 1,5 миллиметра. Однако учтем, что вот здесь у нас радиус, и вот здесь у нас радиус. И, соответственно, хотя нет, здесь ровная плоскость фрезерованная, то есть радиус только с одной стороны. И, соответственно, измерение за счет вот этого радиуса, учитывая плоскую ножку микрометра, не может быть точным. Потому что микрометр покажет большее значение, чем есть на самом деле. Вот эта ямка останется. То есть реальное значение где-то 1,5 миллиметра. Каленый ли это металл? Нет, это сыромятина. Собственно, прожать его болтом никакой трудности не составляет. Вот он у нас подшипник твердый. Мы его берем и спокойно он крутится у нас в руках. А дальше что мы делаем? Мы зажимаем его в тиски. Буквально вот он у нас там под собственным весом движется. Я его могу спокойно провернуть. А дальше, смотрите, я беру пальчиком. Нежненько поджимаю эти тиски одним пальчиком, не сильно.
И я уже чувствую, что этот подшипник крутится с большим-большим усилием. Диаметр подшипника большой, а стенка у него не настолько жесткая. Он не предназначен для такого зажатия и для какого-то точечного воздействия. И в связи с этим у нас вот тут зазор уже увеличился, вот тут зазор у нас уже уменьшился. Что происходит, если мы закручиваем стопорный болт с усилием, чтобы оно реально что-то зафиксировало? Как только это все дело начинает работать на больших оборотах пережатое, естественно, подшипник, обоймы становятся синими. В первую очередь внутренняя, потому что внешняя передает тепло алюминиевому картеру. Ну, сначала стенки, потом картеру. Вот. Ну, потом и внешняя тоже. По итогу подшипник очень быстро разваливается. Ко мне пару раз приезжали такие мопеды. Еще лет, наверное, 8 назад первый раз приехал. Туда закрутили стопорный болт нового образца вместо старого. Прямо вот с усилием. 2 миллиметра разницы. То есть человек проехал там типа 500 километров, и у него рассыпался подшипник. То же самое происходит с любой попыткой зажать муфту. А если сделать стопорный болт недостаточно длинным, то есть даже чтобы вот этого незначительного усилия не было, то в этой переделке вообще не будет никакого толку. Соответственно, я хочу просто предостеречь, чтобы так не делали. Потому что, нет, вы, конечно, помогаете мне зарабатывать деньги, но надо же иметь какую-то совесть. Поэтому, собственно, я и записываю это видео. Вот. А людям, которые хотят жестко зафиксировать муфту в картере, я очень сильно рекомендую задуматься, почему Suzuki предусмотрели ее подвижность, а также зачем они поставили вот сюда резиновое кольцо, регулировочную шайбу, которых у меня тут много накопилось, которые я довольно часто тщательно вымеряю, подбираю. Как бы подсказка, это сделано не просто так. Прямо вот точно вам скажу, не просто так. Шайбы бывают шагом 0,2 мм, и 0,2 мм реально влияют на то, как работает вариатор, насколько шумно он у вас работает и насколько долго он у вас работает. Вот у нас есть сервис-мануал по 650-ке. У меня здесь где-то была даже закладочка, потому что это глава, которую я открываю здесь чаще всего. И она... Вот она. CVT Primary Pulley Shims Adjustment. Подборка регулировка зазора первичного вала. И тут есть целая схема замеров, размеров, таблицы подбора шайб, формулы подбора шайб и так далее. Не нужно делать из инженеров дураков, и не нужно утверждать, что вы умнее, чем они. Поверьте мне, вот прямо как механик, который 12 лет чинит Бургманы, поверьте мне, я первые лет 5 сам был уверен, что это полная ерунда. Но потом понял. Да как понял, просто обалдел. Реально, насколько сильно это на все влияет. Вот. То есть вот эти все демпфирования, то, чтобы резиновое кольцо правильно работало, шайба была правильная, чтобы все зазорчики в червяке были правильные, чтобы датчик выдавал точные показания. Это целый мир, который просто фиксацией муфты не победишь. Это с виду очень простой механизм, но реальность, она гораздо более жесткая. Всем спасибо за внимание. Буду рад, если вам было интересно. Не ломайтесь.